Анечка, и вы на канале На Даче Жить. И сегодня я сделаю небольшой отчет о том, что я успела сделать за прошлую неделю. Я очень долго смотрела на свои старые ворота и не представляла, как их можно укрепить и утеплить. Но потом меня осенило, они же мне больше не нужны. У меня же теперь нет гаража, а есть котельная и мастерская. Поэтому я их срезала. И они до сих пор валяются, потому что они неподъемные. Заберите их кто-нибудь, пожалуйста. За бесплатно отдам. Кстати, видите вот эту желтую пену? Не повторяйте моих ошибок. От ультрафиолета она становится вот такой вот хрупкой, ломкой и вообще портится. Если вы используете пену на улице, то обязательно закройте ее, замажьте или зашейте чем-нибудь. Мне так понравилось ставить стену из газоблока, что я решила сделать проем из него же. А подробнее о том, как я это делала, вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. Далее я обшила стены фанерой. Это все сделано на каркасе из бруска, и внутри утеплено 5-сантиметровой минватой. В принципе, все делается точно так же, как я делала в котельной, только СП гораздо тяжелее, дерево легче пилится, в этом, собственно, вся разница и есть. Опять же, как я это делала в котельной, вы можете посмотреть в предыдущих видео. By the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the ways. Let me show you all the ways, yeah. Let me show you all the ways, Однако для фанеры мне пришлось докупать электроинструмент. Я выбрала Метаба. Почему именно его, я расскажу в следующих видео. И также расскажу, где и как лучше его покупать. Для работы с фанерой лучше выбирать дорогие пилки, дорогие отрезные диски. Так у вас фанера будет ровная, без задиров. Если же это будут дешевые пилки, то вам придется еще дополнительно шлифовать болгаркой со специальным диском. taken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Фанеру лучше пилить вдоль волокон. Учитывайте это, когда вы делаете замеры и разметку. В отличие от фанеры, ЦСП пилится в любых направлениях одинаково, сложно и пыльно. Также я поставила металлическую дверь. О том, какую дверь лучше выбирать, где и как ее покупать, я также сниму отдельное видео. Я подружилась с монтажниками, они обещали помочь мне в этом. Далее я поставила откосы. Здесь все просто. Когда я еще делала каркас, я специально поставила здесь стойку, чтобы потом сделать фанеру так, чтобы она стояла под прямым углом. Однако есть здесь один нюанс. Под фанерой не должно быть полостей, чтобы не задувал холодный воздух. Поэтому я использовала свою любимую пену. Пена — это вообще супер материал, который изменил мир, как когда-то изменила его электрическая лампочка. Пожалуй, пенить — это вообще моя любимая работа.
Не знаете, есть ли такая должность в строительных компаниях? Я бы пошла. Итак, сначала я нанесла пену на газоблок. Чтобы пена не сваливалась, я намочила газоблок водой. Далее прислонила к нему фанеру и прикрутила саморезами. Остатки также запенила полости. Осталось только сделать деревянные уголки, но это будет чуть позже. Также я попробовала немного уложить плитку в котельной и заштукатурила часть стен и потолков. Об этом будут отдельные видеоролики. Также помните про мою мотивацию, ставьте лайки, репосты, подписывайтесь на канал, задавайте мне вопросы в личном блоге ВКонтакте и всего хорошего вам, пока-пока!